Когда я начал свой блог, первые полгода его не читал вообще никто. Вот ты написал пост, ты его опубликовал, сделал рассылку по всем своим там 14 подписчикам. И ничего. Ни одного комментария, никакой обратной связи, 0 результата. И вот так вот продолжается из недели в неделю. Вот сейчас понимаю, что это было классическое испытание на вшивость. Докажи Вселенной, что ты это всерьез. В конечном итоге через вот это испытание пройдут только те, кто это делает на очень чистых намерениях. Если это реально твое, ты все равно будешь это делать. И пройдя это испытание, ты тем самым как бы Вселенной доказал, что ты это всерьез, и твои намерения чисты, и постепенно тебе начинают открываться какие-то возможности. Привет, друзья. Привет, брат. Привет, Аргу. Сегодняшняя наша встреча с моим партнером, близким другом и соавтором, человеком, без которого этот проект бы просто не родился, с Игорем Будниковым. И для меня это важная встреча, потому что Игорь – это тот человек, который помогает большому количеству людей прийти к самим себе, почувствовать свою жизнь, себя осознать, найти. И я знаю, что это совершенно точно есть о чем тебя поспрашивать. Ну, давай. Давай попробуем. Что для тебя вообще такое предназначение? Что это за термин? Предназначение — это про поиск. А поиск — это про неудовлетворенность. И так получилось, что я всегда искал и продолжаю искать. И вот это вот топливо для поиска — это неудовлетворение. То есть когда тебе не нравится, когда тебе не устраивает вот полностью то, что у тебя сейчас в жизни есть. И это, собственно, и сподвигает человека, я думаю, не только меня, а всех сподвигает искать ответы на свои вопросы. Предназначение — это, знаешь, это как некая такая вот морковка, которая где-то там, где ты вот как бы все уже ответил на все свои вопросы и дошел до туда, докуда ты хочешь дойти, до какой-то точки полной реализации. Со мной пока этого еще не случилось. Я продолжаю этот путь, и я вижу, как движение по этому пути приводит к тому, что удовлетворенности внутренней становится все больше, но от этого поиск, он не останавливается. Просто поиск, он становится более таким как бы тонким и направленным, наверное, больше на какие-то внутренние такие вот материи. Если до этого он был больше обращен на такую, на внешнюю, на форму, грубо говоря, чем мне заниматься в жизни, как мне зарабатывать деньги. То есть, ответив на эти вот вопросы, на них важно ответить каждому человеку, поиск становится больше, как бы, что я хочу выразить, неважно, чем я занимаюсь, вот, как бы, какие могут быть разные грани моего там раскрытия предназначения, что я хочу через все это выразить, с каким намерением я это делаю. То есть становятся более такие вот тонкие истории. По большому счету, мне кажется, предназначение это и про духовный рост тоже, потому что для многих людей сейчас основной вопрос жизни — это чем заниматься, собственно. Это не нравится, а вот что-то смутное есть какое-то внутреннее, вот буду заниматься там вот этим и будет нравиться. По факту так не происходит. Когда ты начинаешь заниматься своим там любимым делом, у тебя все равно есть вопросы. И эти вопросы, они тебя ведут к чему-то постоянно, к чему-то большему, к чему-то более такому фундаментальному, и по большому счету это ответы на вопросы, а зачем я вообще есть, зачем я здесь. Поэтому так или иначе все предназначение сводится к духовному развитию, и без духовного развития предназначение немыслимо, на мой взгляд, если мы идем действительно в глубину. Слушай, а у тебя такая хорошая какая-то благостная карма, что ты с самого как бы рождения так у тебя все гладко шло, или тоже у тебя, как у многих людей, был какой-то жесткий слом? Знаешь, в целом я не могу пожаловаться на свою карму. В жизни все действительно складывалось и складывается довольно гармонично. То есть у меня не было каких-то вот страшилок типа жесткого детства, там родители били, жил в нищете, такого у меня не было. Хорошее детство, хорошее образование,
хорошие способности, которые позволяли там учиться. Но опять же была вот эта вот внутренняя неудовлетворенность, когда вот знаешь, ты сидишь, и у тебя вроде бы все есть. В материальном плане, в профессиональном. А ты чувствуешь внутреннюю тоску. И вот вопрос, который я себе часто задавал, вот неужели это все? Вот неужели вот все, о чем пишут в глянцевых журналах, что дает тебе счастье, там, знаешь, есть в определенных местах, там, летать в отпуск в определенные там отели, красивые девушки, машины, вот все это у меня есть, а счастья от этого никакого нет. Вот неужели это все? Вот такой вот вопрос, он постоянно меня преследовал, как бы толкая дальше на исследование этой жизни. И ты знаешь, я понял, что каждый из нас вот сейчас проживает свой путь, но не все это осознают. То есть для многих вот эта вся история про предназначение — это что-то, что начнется когда-то потом. История про путь — это то, что еще не началось. Это на самом деле большая иллюзия, это большой обман, потому что мы все уже проживаем свой путь. И то, какой путь вот у тебя конкретно, ну вот он такой. И ты уже в самом разгаре, в самом эпицентре событий, да? Я помню, несколько лет мне казалось, что моя, собственно, настоящая жизнь, она еще не началась. Что пока я проживаю некий такой черновик жизни. А раз это черновик, я могу делать разные глупости, я могу там проявлять разные слабости. Для меня это было там покуривать там сигареты, попивать винишко, в целом быть довольно таким расхлябанным, молодым и дерзким. Ну, а что, типа, ну, подумаешь, как бы, сейчас я пока вот к чему-то готовлюсь, а потом, как бы, оно все вот как-то вот раз. И я вижу, что для многих людей вся жизнь проходит как такая вот подготовка к чему-то большему. И вот это вот чего-то большее, оно все никак не наступает. Та ситуация, в которой вот сейчас каждый человек находится, это его путь. И это может быть его путем сердца, и это может быть началом вот этого как раз большего, но вот это вот большее — это не что-то внешнее, то есть тебе не надо для этого там, ну, то есть путь больших перемен начинается не с того, что ты поменял работу или сделал там какую-то радикальную историю в своей жизни, там расстался, переехал, то все. По большому счету путь больших перемен начинается с того, когда ты осознаешь, что у тебя нет никакой жизни, кроме сейчас. Вот живи сейчас. Вот, как, вот твоя жизнь сейчас — это все, что у тебя есть. Ничего нет, ни прошлого, ни будущего. И в этом моменте сейчас ты можешь быть осознанным, и ты можешь осознанно делать выборы. Ты можешь делать осознанные поступки. И по закону кармы это будет давать свои плоды. При этом ты можешь бросить работу, а можешь не бросить. Ты можешь переехать, а можешь не переехать. То есть вот эти вот внешние декорации, они не так важны. В каких-то случаях действительно имеет смысл что-то поменять. Но далеко не для всех, далеко не всегда. Более того, можно все радикально поменять, но не поменять только себя. И тогда у тебя те же яйца, только в профиль. Для тех людей, которые прямо сейчас переживают такое состояние, что прошлого уже нету, к которому хочется возвращаться, а впереди страшно, непонятно, куда идти. И многие люди в этом состоянии испытывают очень тяжелое состояние. Может быть, какой-то есть рецепт, что можно прямо вот сейчас, вот, после этого выпуска, прямо сию секунду сделать? Вот это вот состояние, когда непонятно, что будет дальше, есть такая некая неизвестность, это же на самом деле очень ресурсное состояние. Вот представь обратную картину. Ты точно знаешь, что будет завтра, ты знаешь, что будет в этом месяце, до конца года, в следующем году. У тебя все распланировано. Есть люди, у которых там бронирование мест под отпуск за там, год вперед. Ты точно знаешь, что в ближайшие 5 месяцев в твоей жизни ни черта нового не случится. Самая большая новизна в твоей жизни — это если ты не успел на тот там трамвай или маршрутку, на которую ты обычно успеваешь, и вау, новизна, ты поедешь на следующий. И вот как ты считаешь, кто вот искренне скажет, что да, такой сценарий мне нравится больше, я бы хотел все знать наперед? Это, ну, психология человека так устроена, что он боится неизвестности, ему хочется знать все наперед. Но если вот человеку сказать, вот наперед будет так-то, 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 то сразу человек чувствует, а что это все? А можно как-то иначе это сделать? У меня был в жизни период, когда я реально не знал, что дальше. Вот я когда уволился с работы,
отработав 7 лет юристом, и уволился, по большому счету, в никуда. У меня были какие-то абстрактные там идеи в целом, как бы куда дальше, ну, в плане, что мне интересно в целом, да, на тот момент. Но что конкретно делать, когда это делать, где жить, вот это тоже, знаешь, такой вот момент экзистенциальный, где вообще быть, где жить, чего делать, чем заняться, вот было полное такое непонимание. И это очень драйвовое состояние, надо сказать. Оно очень-очень прям вот драйвит. То есть ты просыпаешься, и ты чувствуешь, что вот этот день вот надо прожить максимально ярко, потому что он больше никогда не повторится. И я для себя тогда понял, что ты всегда, по большому счету, знаешь, какой конкретный, вот ближайший, очевидный шаг надо сделать. Вот общаясь с людьми, я вижу, что в целом более-менее все понимают, ну окей, непонятная перспектива, ничего не известно, но в целом понятно, что вот сейчас надо сделать вот это. И люди этого не делают, потому что они ждут полной ясности. Вот когда, ну окей, вот это, допустим, я сделаю, а что потом надо сделать, а что потом, то есть хочется увидеть вот всю траекторию движения пути, а ты ее никогда не увидишь. Мой секрет здесь в том, что вот этот конкретный шаг, который уже сейчас виден, его надо сделать. И когда ты его сделаешь, у тебя поменялась точка сборки, точка вот восприятия мира. Ты из этой точки смотришь, оглядываешься по сторонам, слушаешь себя, и ты понимаешь, что окей, я в этой точке, надо сделать теперь вот этот шаг. И ты его делаешь. Вот очень важно его сделать, не просто понять. Ну вот как у меня это было. Я начал после увольнения реализовывать какие-то свои давно отложенные там хотелки, мечталки. Если я там всегда хотел поехать волонтером на север России, вот такое вот у меня была странная мечта, окей, я нашел программу и поехал. А потом я потихонечку начал писать. Окей, что с этим делать? Запущу-ка я это просто на Facebook, где у меня на тот момент было там 50 друзей. Люди начали это читать, люди начали лайкать, начали репостить, и я вижу, что, ну, по большому счету, есть какой-то интерес к этому, и у меня рождается понимание, хорошо, а какой следующий шаг? Вот, кстати, насколько я помню из твоих рассказов, что тогда, когда ты поехал на север волонтерить, именно в ту поездку, по-моему, вся твоя жизнь изменилась. По-моему, ты в аварию какую-то попал, да? Что это такое? Да, я поехал на 3 недели поволонтерить. И ты знаешь, вот эта вот поездка, она изменила мое отношение вообще к поиску себя. Вот до этого я так очень четко себя искал в духе, а что я хочу делать в этой жизни? Вот что мне нравится, что мне интересно. Я анализировал свои, знаешь, там, увлечения. И главное, я не находил ответа. Потому что я вообще не понимал, как можно монетизировать, как можно зарабатывать на том, что мне нравилось. Ну, например, мне нравится в баню ходить. И что дальше? Мне нравится на лыжах кататься. Тоже как-то вот все за уши притянуто. Но это все была история поиска про меня, про мои хотелки, про мои желалки. Такой вот эгоистичный очень подход. Интересный случай произошел, когда я возвращался с этого. Это было в Архангельской области, Кинозерский национальный заповедник. Я выехал рано утром с намерением уже к ночи оказаться в Москве. 1000 километров впереди, и ночью там какая-то вечеринка. Я еще тогда увлекался всей этой темой вечеринок. И я прям так выехал, поеду быстро, чтобы точно успеть. И навигатор мне показал какой-то короткий маршрут, я свернул и поехал. Была хорошая дорога, идеальное дорожное полотно. Ни одной машины меня вообще за весь путь я не встретил. Потом я выяснил, что это была вообще закрытая на ремонт дорога. И идеальное полотно было гравийное. То есть это была гравийная дорога. И я ехал на своей новой дорогой машине. И знаешь, вот когда ты долго едешь, то ты теряешь бдительность. Я ехал сначала осторожно, потом быстрее, потом быстрее, потом быстрее, 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 быстрее. И когда это случилось, я ехал со скоростью 160 км в час по вот этой гравийной дороге. Она мне казалась такой же, как асфальтовая, настолько же вот прям надежной и прочной. Что-то случилось, то ли какой-то камешек попался, то ли руль немножко повело, и машину начало просто вот на вот этой дороге, вот как лодка, швырять из стороны в сторону на бешеной скорости, и тут я понимаю, что сейчас меня выкинет просто с дороги, и что бы я ни сделал,
приведет просто к трагедии. Если я буду тормозить, машину начнет переворачивать. Если я буду пытаться ее там рулем удерживать, то же самое. Ну, короче, я сейчас долго рассказываю, но все это продолжалось какие-то миллисекунды буквально, знаешь, вот время оно так замедлилось. И вот машину выбрасывает с дороги, и я чувствую такой вот полет. И инстинктивно я начал в это время молиться. Я молился в детстве, вот еще когда учился в школе, я не знаю, как это ко мне пришло, но каждую ночь перед сном я читал «Отче наш». Меня никто этому не учил, меня никто не просил и даже не говорил. Потом я стал постарше, как-то мне это показалось как какой-то ересью, зачем, как бы непонятное, как суеверие. И вдруг в этот критический момент вот эти вот слова «Отче наш», они приходят, они просто звучат в моей голове. Я особо ничего не помню, просто мы куда-то летим, время как будто тянется. Я чувствую, что машина во что-то врезается, она поворачивается, как-то накренивается. У меня шок, я пытаюсь открыть дверь, там не с первой попытки мне это получилось, я выбегаю из машины, и я просто бегу. Вот без единой мысли я просто куда-то бегу. Такое шоковое состояние, и когда метров через 200 я остановился, я осознал, что если я могу бежать, то я как минимум здоров, а когда я себя глядел, я понял, что я не просто здоров, я совершенно даже нигде не поцарапался и даже не ударился. И потом, когда я вернулся обратно посмотреть на место аварии, я осознал, что машина пролетела метров 40. Причем там лес, такой корабельные сосны, они росли прямо вот, можно сказать, по обочине. И вот на вот этой траектории мы пролетели несколько больших таких вот деревьев. Причем это был реально такой миллиметраж. То есть там немножко в сторону, и просто бы мы размазались бы о сосну. Машина была в ужасном состоянии, она была не на ходу. И поворотное было несколько часов, которые были непосредственно после. Я был один на этой дороге, там не было никаких больше машин. Там нашел как-то возможность связаться с эвакуатором. Эвакуатору было до меня ехать 3 часа. И эти 3 часа я, по большому счету, был предоставлен сам себе. И я ходил вот по этой пустынной дороге. И у меня было очень такое измененное состояние сознания. Вот прям... Я видел все очень ярко. Все деревья, вот каждые листики, они прямо так вот вибрировали. Очень было много света. У меня было такое состояние чистое, ясное и открытое. И я осознал, что меня спасла молитва. Вот если бы тогда эти слова молитвы, они бы мне не пришли, моя жизнь закончилась бы довольно глупо. Ну, представь, разбиться, опаздывая на вечеринку. Больно важно это было, да? И тогда меня впервые проштырило, что если я остался жив благодаря молитве, то есть кто-то, есть какие-то высшие силы, которые меня уберегли. Если они меня уберегли, то для чего? То есть вот зачем мне оставили жизнь? И тут для меня это прям очень перевернуло вот все вот этот вот взгляд на предназначение. Может быть, все-таки прислушаться, спросить, а что вообще от меня здесь хотят? Что я могу здесь сделать? И что я хочу? А что хотят через меня? И так, по большому счету, начался вот этот вот путь, уже такой осмысленный, осознанный, когда, я называю это путь служения. По большому счету, служение — это как раз когда тебе не так уже важно, что ты сам хочешь, когда ты просто внимателен к тому, что хотят сделать, выразить через тебя. И оказалось, этот путь, он гораздо глубже и наполненнее. И он непредсказуемый на самом деле, потому что я бы не мог подумать несколько лет назад, что я буду делать то, что я делаю. Для меня все это в некотором смысле такие вот открытия. То есть это не то, что я там думал, я хочу. Честно, я не хотел ни йогу вести, ни медитацию преподавать. У меня не было таких желаний. Но постепенно начали приходить какие-то вот такие вот знаки, подсказки, и так или иначе до сих пор я задаю себе вопрос по утрам после своей утренней практики, как я сегодня могу применить свои силы, таланты, энергию на дела, угодные высшим силам. Такая некая настройка, молитва в начале дня,
где я прошу оставить лишь те дела и проекты, которые угодны высшим силам, и наоборот, расчистить мою жизнь от всего, что надумано, эгоистично, в общем, то, что от лукавого, как говорят. И я чувствую, что вот эта вот настройка, она действительно создает некий такой вот фильтр только для чего-то действительно достойного вообще того, чтобы жить, того, чтобы на это направлять там, свое время, свою энергию. И вообще со временем как-то произошло переосмысление ценности жизни, ценности каждого дня. То есть ты понимаешь, что смерть, она может произойти в любой момент, от этого никто не застрахован и никто не спасется. Вот как прожить этот день так, что если смерть случится там, сегодня вечером, ты бы не чувствовал сожаления, что ты, не знаю, вот, что можно было бы и получше. Думать о смерти, вот это мне прям очень помогает. Правильно намечать приоритет. Потому что перед лицом смерти сразу очень многое лишнее оно уходит. Сейчас есть страх смерти? Ты боишься? Я боюсь смерти, да. Я боюсь смерти, и этот страх, он для меня, знаешь, такой... для меня это двигатель. То есть для меня вот эти вот взаимоотношения со смертью, это, можно сказать, траектория развития в жизни. Потому что когда ты прям вот соприкасаешься с вот этой вот неизбежностью смерти, ты начинаешь себе задавать вопросы. Хорошо, от чего ты боишься? Классно вот хотя бы раз в день осознать вдруг в какой-то момент, что вообще-то вот это все, это сон, это иллюзия. Но про это надо вспомнить. И про это надо вспоминать вот так часто, да, чтобы не влипать в эту матрицу. И как только ты раз такой, опа, вернулся, словил вот этот вот инсайт, то вроде как и не страшно. Когда ты слишком так залипаешь, то страшно. Мне интересна смерть, я боюсь смерти. И мне кажется, это очень ценно вот постоянно вспоминать о смерти. Потому что в нашей культуре это прячут. Как будто люди не умирают. Как будто вот это вот все только праздник жизни. Слушай, вот это вот 3 часа вот этого состояния, пока ты ждал после аварии, ты находился вот в этом ощущении присутствия чего-то высшего. У тебя получается это удерживать? Да, я чувствовал определенное присутствие и глубинный просто покой, глубинную радость, кристальную вообще ясность. Осознанность, вот прям вот, очень глубокое состояние. У меня получается, когда я искренен. И когда я действительно хочу вот этого вот контакта с... то есть высшие силы, они не навязываются, они не назойливые. И по большому счету вот это вот предназначение, оно же как бы дело по желанию. То есть хочешь — давай, не хочешь — никто принуждать не будет. Ты можешь всю свою жизнь прозаниматься какой-то ерундой. Тебе никто, ни слова не скажет. Это была твоя жизнь. Еще одна попытка, которую ты прожил вот так. И в этом нет трагедии, если говорить вот как-то вот рассматривая жизнь человека там как сотни, тысячи и миллионы жизней, подумаешь, просрал возможность. Может быть, в следующий раз повезет больше. И то же самое, высшие силы, они сами тебе не хотят, чего-то как-то вторгнуться в твою жизнь. Мне кажется, даже вот такое вот событие, как было у меня, и как у многих людей бывают такие вот переломные моменты, это благословение. Да? То есть это просто высшие силы решили тебе помочь, встряхнуть, отрезвить, потому что увидели, что в целом есть какой-то потенциал, который ты сможешь раскрыть на благо других людей. Кстати, с того момента вот добавилась вот эта вот приставка. Не что я хочу там делать, не что я люблю делать, а что я там могу делать на благо других людей. Вот раньше вот эта приставка, она для меня была не важна. А сейчас я понимаю, что по большому счету невозможно предназначение раскрыть, если это никак не связано с созданием блага, ценности для других людей.
А поделись вот своим отношением к этой теме. Что такое благотворительность? Я бы, знаешь, начал с того, что есть разделение, да, вот я занимаюсь работой, я занимаюсь благотворительностью, да, ну, то есть под благотворительностью все понимают то, что там какие-то денежки ты перечисляешь там в какой-нибудь фонд, там куда-нибудь там бедным. А на мой взгляд, вся твоя деятельность может быть благотворительностью, да? Ну, творить благо. Вот я когда с собой разговаривал, я понял, что окей, а что в целом человек, вот что я могу нести в мир, что я могу делать? Все действия можно разделить на там злые, ну, недобрые, да, на добрые, благие и на нейтральные. Ну, вот как раз многие, кто ищет свое предназначение, они чувствуют, что как бы их жизнь, она нейтральная. То есть их вклад на мир не оказывает никакого влияния. Ну, ты перекладываешь там бумажки с этого края на вот этот. Ты никому не вредишь, ты никого не убиваешь, но ничего положительного тоже не делаешь. Как ты себя при этом чувствуешь? Ты чувствуешь себя нереализованным, пустым внутри. И я понял, что я точно не хочу делать чего-то злого. Вот у меня нет такого, ну, внутреннего побуждения. И я точно не хочу делать чего-то просто так. Все, что я хочу делать благое. Поэтому, ну, для меня сейчас как бы даже вопрос так не стоит. Благотворительность — это все проекты, которые я делаю, они должны нести благо людям. Все. Как бы если такого нет, такого намерения там не заложено, я не очень понимаю, зачем этим заниматься. Но при этом часть проектов, часть вот вещей надо, ну, делать абсолютно бескорыстно. То есть бескорыстно означает, что ты взамен ничего не получаешь. То есть есть благотворительные проекты, то есть хорошие, добрые проекты, которые при этом могут быть коммерческими. Ну, то есть там есть вот этот вот денежный энергообмен, то есть ты получаешь что-то взамен. И это на самом деле правильно и хорошо. Но при этом часть вещей, проектов надо делать полностью бескорыстно. То есть когда ты не стремишься вообще ничего получить. Ни славы, ни рекламы. Там. А почему? Во-первых, ты очень хорошо прокачиваешь вот это внутреннее качество бескорыстия. Во-вторых, ну, есть вот такая мудрость, что Бог помогает тем, кто помогает другим. И я это в своей жизни чувствую. То есть я благодарю, когда делаю какие-то пожертвования, за саму возможность отдавать и помогать другим. У меня пропало вот это вот ощущение того, что благополучие, которое приходит в мою жизнь, она принадлежит мне. То есть сейчас у меня к этому отношение такое, что я бухгалтер, которому приходят какие-то ресурсы, который должен эти ресурсы направить куда? На благотворительность, на приумножение блага. Что-то полностью бескорыстное, что-то просто благие дела. Развитие проекта, например. И стало как-то гораздо проще. И я вижу, что чем лучше я умею вот эти вот потоки направлять на правильные дела, тем больше мне приходит. Почему? Ну, потому что как бы я не задерживаю, то есть я пропускаю это дальше. Постоянно люди спрашивают, мы бы вроде и хотели заняться благотворительностью, но непонятно, чем именно, и поэтому мы пока не занимаемся. И так вот годами. Есть вещи, которые абсолютно беспроигрышны в плане вот того, куда можно жертвовать. Кормить людей, заботиться об их здоровье, заботиться об их духовном развитии, распространении знаний. То есть здесь никаких нет вот побочных эффектов кармических. Вся благотворительность — это про отдавание. Да? Это про то, когда ты уже чувствуешь, что ты в позиции отдавать, про то, что в твоей жизни есть изобилие. Интересно, что дорога к этому изобилию, она идет через отдавание. То есть ты сначала должен научиться отдавать и быть бескорыстным. Даже если там у тебя совершенно сейчас нет финансовых ресурсов, ты можешь проявлять это бескорыстие через служение в виде своих знаний, в виде своего времени, в виде помощи. И кармически, как действует этот принцип? Отдай то или помоги другому в том, что ты хочешь сам получить. Это относится ко всему. Если ты хочешь благополучия, отдай, поделись. Если ты хочешь здоровья, позаботься о других. Если ты хочешь счастья, будь причиной, поспособствуй счастью, опять же, благополучию других людей. С точки зрения предназначения, если ты хочешь ярко, ясно увидеть свой путь, и сейчас ты его не видишь, найди проект, который вот тебе прямо вот резонирует, и бескорыстно ему помоги.
Кармически ты помогаешь реализовывать предназначение там, другого человека, другого проекта. Но ты сеешь очень правильные семена, которые становятся причиной для того, чтобы ты нашел свое предназначение. И ты знаешь сам, как это работает. Как, например, многие волонтеры на Ладоге за 1 год полностью меняют свою траекторию жизни. Почему? Потому что они посеяли правильные семена. И как это вот вообще почуять? Твои действия, они даже благотворительные мысли, их действия приведут ли они туда или не туда? Вначале вот я говорил, что грубый поиск, да, вот поиск именно внешней реализации, профориентации, чем заниматься, какое ремесло освоить. Это важно. Ну, с этим надо разобраться. Надо иметь какую-то специальность, какую-то профессию, ну, что-то, в чем ты будешь хорош. Но после этого ты начинаешь понимать, что человек творческий, а все мы творческие люди, ты можешь себя реализовывать по-разному. Ты можешь вот это, а еще ты можешь вот это организовывать, а еще ты можешь вот это. Для меня сейчас вот последние там годы важный такой инструмент взаимодействия с миром — это отслеживание своих намерений. А дхарма и адхарма — это как раз об этом. То есть с точки зрения кармы, карму порождают не столько сами действия, сколько те намерения, которые за ними стоят. Ну, то есть ты можешь делать внешне что-то благое и доброе, но твои намерения при этом могут быть корыстные. Это применяется и к пожертвованиям, например. Когда ты даешь пожертвования с целью прославиться. Ну, ты хочешь, чтобы про тебя написали там, в газетах. Да? А ты делаешь благое дело, но в некотором смысле ты его обесцениваешь. То есть ты не получишь те там, результаты, которые бы получил, если бы ты все то же самое сделал, но с чистым намерением. Вот и с искренним намерением. Для меня это очень хороший сейчас такой инструмент самонастройки. То есть осознавать, с какими намерениями я делаю тот или иной проект. И я заметил, что когда намерения нечистые или не кристально чистые, то высшие силы, они тебя не поддерживают. Ты можешь делать, у тебя может получаться, но это все будет путь таких вот сверхусилий. Всего надо будет выгрызать, там, знаешь, прям вот выдавливать этот результат. У тебя в итоге может получиться то, что ты хочешь, и не будет вот этого вот глубинного удовлетворения. То есть будет какой-то вот осадочек, что ну что-то вот, да, но вроде что-то не то. Вот сейчас для меня ценно постоянно вот отслеживать свои намерения. И если я замечаю, что что-то туда успело примешаться, оно же постоянно примешивается, то это вовремя отследить и вовремя вспомнить то, с какой идеей, с какой вообще задумкой изначально вот это вот родилось. Потому что рождается все из какого-то светлого посыла, из чистого, и важно вот эту вот чистоту ее пронести, ее сохранить. Вот, может, мы тогда проговорим, что для тебя дхарма, вообще что такое адхарма, что такое карма, и вообще какие виды этого бывают. Я знаю, я просто на самом деле специально провоцирую немножко этот вопрос, потому что мне очень нравится, как ты раскрываешь эту тему. Мне хочется, чтобы ты поделился. Ты знаешь, для тех людей, кто не слышал про закон кармы, это очень хорошее такое вот размышление, почему люди живут так по-разному. Почему люди изначально рождаются в разных условиях. Ну, то есть понятно, что когда тебе 40 лет, можно сказать, ну вот там, ла-ла-ла. Но почему люди изначально рождаются очень разные? Вот. Интересно, что этот вопрос, он интересовал людей всегда. И 2500 лет назад один юноша спросил у Будды целый перечень вопросов. И я уверен, эти вопросы, они интересны многим из нас. Это как раз были вопросы в духе, почему одни богатые, другие бедные, почему одни красивые, другие уродливые и так далее. Почему у одних много друзей, они влиятельны, у других нет. На что Будда ответил, что у каждого живого существа есть своя карма. И понимание вот этих вот принципов, оно полностью перепрошивает мышление, оно полностью меняет вообще отношение к жизни. Это о чем? Это о том, что этот мир полностью справедлив. И каждый человек сейчас пожинает плоды своих прошлых действий. Просто он помнит только то, что он совершил в этой жизни. Он совершенно не помнит, что было совершено до этого. И даже в этой жизни мы многого не помним. А оказывается, абсолютно каждое действие имеет последствия. И эти действия, они на разных уровнях. Есть действия на уровне физических поступков,
ты кого-то ударил, ты украл, ты подарил цветы. Есть действия на уровне мысли, ты просто про это подумал. Есть действия на уровне слова, ты сказал. Ты можешь сказать обидеть грубо, ты можешь словами вдохновить. И эти действия мы совершаем абсолютно каждую секунду, каждое мгновение мы совершаем действия. И эти действия имеют свои последствия. У разных действий разные последствия. И вот если представить, знаешь, вот когда убирают урожай, комбайн, да, вот идет комбайн и перелопачивает, вот он убирает этот урожай. А есть еще трактор с сеялкой. Вот он едет и сеет семена. Обычно вот в фермерстве это в разные моменты происходят, да. Но вот если их объединить, то вот у нас получится человек, который одновременно собирает урожай старых своих вот кармических действий, одновременно с этим прямо вот сейчас сеет новые семена. Часто так бывает, что семена он сеет хорошие, а урожай он собирает плохой. Ну, потому что такие семена он посадил раньше. И вот это для многих такое удивление. Как же так? Я же сегодня был таким хорошим человеком. Почему со мной такая жопа происходит? Потому что здесь есть инерция. Да? То есть этим семенам теперь еще надо взойти. Для того, чтобы они взошли, для них надо создать подходящие условия. И это на самом деле целая наука. То есть мало сеять хорошие семена, мало не сеять плохие семена. Надо еще заботиться о том, чтобы создавать хорошие условия для всхода хороших семян и не создавать условия для всхода плохих семян. И есть определенные фильтры, которые помогают. Вот, например, трезвый образ жизни автоматически блокирует всходы очень плохих семян. Семена измены, семена драки, семена какой-то там блатной разборки, да, семена каких-то нехороших мыслей. Человек не пьет, все, эти семена в нем есть. В каждом из нас есть самые разные семена. Но просто нет условий для того, чтобы они зашли. И то же самое. Режим дня, практики, общение с вдохновляющим окружением. Это все условия, которые способствуют всходу самых хороших семян, которые есть в человеке. И по большому счету ты понимаешь, что все в твоей жизни определяется как раз вот теми семенами, которые ты сеешь, и теми условиями, которыми ты создаешь. И это для тех, кто вот понимает этот принцип, открывает возможность в буквальном смысле перестраивать свою жизнь. Разумеется, есть какие-то общие тренды. Ну, то есть какая-то вот колея, то, что называют судьба человека, но внутри этой колеи своими осознанными выборами и поступками человек может очень так вот как бы лавировать. Да? Вот когда ты приходишь к астрологу, и тебе говорят, ну вот там на момент твоего рождения планеты стояли так-то, так-то. По большому счету, это срез твоих вот кармических счетов на момент рождения. Но с момента рождения начинается твой свободный выбор. И если ты живешь осознанно, то ты можешь картину поменять в свою пользу, разумеется. Наблюдаешь ли ты в своей жизни, что ты все равно пожинаешь какие-то плоды прошлых каких-то карм, из которых ты уже очень, может быть, хочешь выйти, но еще не получается? Или ты уже с этим справился? Вот найти предназначение, по большому счету, это же означает очень сильно улучшить свою судьбу. Вот представь двух человек. Они сейчас в равных условиях, оба, допустим, занимаются не совсем своим делом, оба страдают. Вот один нашел предназначение, другой нет. Для одного страданий стало меньше. Найти предназначение – это не означает, что у тебя все в жизни стало классно. Просто, страданий стало меньше. И это по большому счету означает, что ты, вот этот человек, он значительно улучшил свою судьбу. Если ты глубоко понимаешь закон кармы, то ты понимаешь, что просто так это не бывает. То есть для того, чтобы найти предназначение, это надо заслужить. И тем, кто сейчас вот в начале своего пути и думает, с чего конкретно начать? Допустим, сейчас вообще все как в тумане, непонятно. А я бы предложил работать на уровне причин и заниматься таким делом, как очищение своего сознания. И вот это вот очищение своего сознания – это как раз про улучшение своей кармы в целом, что будет приводить к улучшению во всех сферах жизни, и в сфере деловой реализации тоже, и в сфере отношений, и в сфере здоровья. И очищение своего сознания – это, по большому счету, селекция семян. Вот
Для этого практики есть медитация, пранаяма, цигун, йога, в целом осознавание вот, жизни. Да? Это позволяет убрать какие-то грубые кармические такие вот тренды, что ли, которые тебя сейчас держат очень сильно. Вот по большому счету, сейчас, когда я анализирую, какого хрена 7 лет я проработал юристом, занимаясь тем, что довольно быстро я понял, не мое. А почему так долго? Я понимаю, а меня же там держали мои желания. Какие желания? Желание жить комфортно. На определенном уровне там, материального статуса. И именно эти желания заставляли меня искать в первую очередь, а затем работать в том месте, где мне платили много, чтобы я мог эти желания реализовывать. То есть, понимаешь, как бы не то чтобы меня там держали, типа давай там оставайся, это я держался. А когда я говорю я держался, держались мои желания. Как только потихонечку эти желания начали ослабевать, вдруг выяснилось, что мне и не обязательно вот эта работа, и мне не обязательно жить вот в этом городе. Как понять, вот как карма проявляется в жизни человека, как вот ее прям пощупать, да, вот для тех, кто сейчас очень скептически настроен. Вот обратите внимание, мы просыпаемся по утрам, и мы просыпаемся уже с какими-то определенными мыслями, желаниями, вот, намерениями, настроением, эмоциональным состоянием. Вот все вот это и есть карма. У разных людей с утра разные мысли, разные намерения, разные эмоциональные состояния. Да? Но если ты проснулся с мыслью, там, опять эта работа там, задолбала, окей, как бы ты едешь на работу, тебя задолбало, ты устал, следующий день то же самое. Если ты хочешь что-то поменять, тебе надо внутреннюю начинку поменять. А поменять ее, оказывается, не так уж просто, но возможно. Но для этого нужна практика. И вот хорошая практика очищения своего сознания через медитацию, через продышки меняет вот этот вот внутреннюю начинку. У тебя другие мысли, у тебя другие состояния. И, возможно, ты в этот конкретный день также поедешь на работу, но по дороге к тебе могут приходить какие-то интересные свежие мысли, свежие идеи, которые раньше в твою голову не приходили. Занимаясь утром практикой, ты меняешь свою судьбу на этот конкретный день. Если ты занимаешься каждое утро, это звучит высокопарно, но так и есть. Если ты меняешь свои мысли, свои там, намерения, свои там, желания, ты меняешь свою судьбу. И вот это я бы предложил делать тем, кто сейчас вот не знает, чем ему заняться, как вообще, куда идти. Все становится непонятно. Я бы начал с этого. Вот я сейчас вижу, что мне самому помогло йога. То, что когда я работал юристом, я параллельно все эти 7 лет эпизодически, но все равно продолжал заниматься йогой. И какие-то семена мудрости, которые там я где-то славливал на занятиях, там в книгах, они мне как-то на подкорку оседали, а потом это все так очень красиво раскрылось. Есть ли какой-то метод, например, тот, кто чувствует зависть, как можно обратно проработать? Если ты вдруг осознаешь, что это возникает, как с этим можно поработать? Это как раз вот про то, что по большому счету предназначение, оно про духовную эволюцию. А духовная эволюция, она про развитие определенных качеств человека. И в разных традициях есть разные своды качеств, но по большому счету есть какие-то качества, которые вот все традиции скажут «да». Мудрость, например. Мудрость надо развивать. Я думаю, здесь все согласятся с этим абсолютно. Такое качество, как терпение, например. Да? Очень духовное качество. И в буддийской традиции таких качеств выделяется 10. Вот их называют 10 парами, 10 совершенств. И очень красивая история про то, что ты не можешь просветлеть просто так. А я вот хочу быть пробужденным, так не сработает, потому что пробуждение, оно тоже кармически обусловлено, тебе для начала надо создавать подходящие условия для того, чтобы в семя пробуждения оно смогло зайти. И вот для меня это, какое-то время назад прям выступило неким таким вот навигатором на пути. То есть, если ты запутался по жизни, не понимаешь, развиваешься ты или нет, перечитай эти 10 качеств и проанализируй, насколько ты их развиваешь или не развиваешь.
разумеется, у меня, как у любого человека, возникают свои какие-то демоны. Да? Это и нотки зависти, это и нотки какого-то вожделения, это и нотки агрессии. Ну, все по большому счету. Есть... Ну, главное, мне кажется, оружие – это осознание. То есть, если ты это осознаешь, по большому счету, ты уже сделал больше половины дела. А помогает смещение фокуса на созидание, на служение. Ну, там, не знаю, к тебе приходит какая-то ленивость и апатия, и ты понимаешь, что а сегодня я могу сделать какое-то благое дело. Вот, например, помочь вот какому-то хорошему проекту бескорыстно и вот так вот распорядиться своим днем. И ты понимаешь, что, оказывается, это трансформация вот этой вот энергии томасичной лени, которую ты обернул в плюс. Если говорить именно про зависть, есть очень хорошая техника, она называется сорадование. Ну, то есть эта техника заключается в том, что ты можешь радоваться не только за свои успехи. Разумеется, все мы радуемся за свои успехи. У меня получилось это, я там вот это, а еще я закончил там такие-то курсы, а еще я столько-то денег заработал, молодец, я радуюсь за себя. Но постепенно вот этот вот круг радости можно расширять. И начать это можно с близких тебе людей. Ну, вот у тебя есть жена. Вот жена сегодня провела классный женский круг. Вот ты за нее рад? Ну, искренне, да, вот классно. Вот моя жена сегодня чувствует радость, и я к этой радости присоединяюсь. А постепенно это можно расширять еще дальше. Ну вот, а этот человек вот это сегодня сделал, классное, благое дело, можно за него порадоваться. Но и у тебя становится очень много поводов для радости. Интересно, что кармически, вот это будет, я думаю, для кого-то открытие, но какой кармический плод зависти? Завидуя другим, ты не получаешь возможности реализации своих возможностей. Вот эта вот энергия зависти блокирует тебя от того, чтобы проживать свой собственный путь. Ты просто не видишь. Вот я это хорошо помню. Я когда начинал свой проект, во мне было много зависти по отношению к другим проектам, которые более как бы успешные, да, вот в плане вот популярности. Я прям сидел и негодовал. Блин, вот это вот она снова там написала пост. Блин, и классно же пост написала. И смотри, сколько у нее комментариев. А меня это прям злит. И в таком вот эмоциональной вот фоне я довольно часто себя ловил. Ты знаешь, к чему это приводило? К тому, что когда я садился написать наконец какой-нибудь свой пост, мне не было ни одной хорошей идеи. Я не мог понять, о чем мне писать. То есть я пытался как-то переплюнуть другого человека, как-то с ним, знаешь, так это конкурировать. И в результате я не замечал своей уникальности, я не замечал своего пути. Поэтому зависть – это очень опасная вот эмоция для тех, кто хочет раскрыть свое предназначение, потому что она его блокирует. Вот можно я выделю это вот таким ключиком, что если в тот момент, когда мы чувствуем и можем отследить зависть внутри в момент, это уже очень круто, что это возможно отследить. И если в этот момент направить не зависть по отношению к тому, кому это, а в этот момент попробовать увидеть в нем, например, какие-то положительные качества красивые, и попробовать увидеть и начать этому радоваться, почувствовать, как бы увидеть прекрасное в нем, то это как раз оно и есть, что это вот переполяризатор этого. Ну, продолжая тему кармы, когда ты завидуешь другому человеку, ты же завидуешь определенному достижению, которое есть у него и нет у тебя. И вот здесь самое время вспомнить про закон кармы. Ничто в этом мире не случайно. Нет никаких несправедливостей. То, что человек получил такой результат, такой вот плод, означает, что он когда-то, и ты, возможно, этого не видишь и не знаешь, посадил такие семена. Он очень бережно, заботливо как бы их оберегал, взращивал, и он получил этот плод очень закономерно. Абсолютно справедливо. И можно порадоваться тому, что закон кармы работает. Ведь это на самом деле вдохновение. Это означает, что любой другой человек, ты, если ты хочешь, ты можешь тоже посадить эти семена, создать условия, и через какое-то время ты получишь плод. И этот плод, он будет твой, он будет принадлежать тебе. Ну, то есть вот это может усиливать как раз вот эту вот мудрость. Понимание законов кармы – это как раз
мудрость, и через зависть мы можем ее развивать. Раз уж мы начали об этом говорить, может, и про другие парами поговорим? Ну вот я так понимаю, что даже подождать, вот то, что ты говоришь, для этого нужно терпение. И терпение... Ну, ты знаешь, вот интересно, что первая парами, да, то есть там есть некий такой вот очередность, называется Дана. Дана... Твоя дочка. Да, мы так назвали дочку. И, кстати, это для того, чтобы чаще вспоминать про этот принцип. Красиво. Это принцип отдавания, это принцип щедрости. Вот считается, что духовное развитие невозможно без развития щедрости. Причем это стоит на первом месте. Почему? Потому что это качество считается развивать проще всего. Другие качества сложнее. Ну, я, наверное, все подробно не буду, но вот, например, такие качества, как энергия и решимость. Это два разных парами, но они, все парами между собой как бы балансируются за счет друг друга, усиливают также друг друга. Вот энергия и решимость – это два совершенства, которые очень хорошо друг друга балансируют. В этом мире без энергии ты ничего сделать не можешь. Не предназначение найти, ничего. Тебе нужна энергия. Опять же, для этого есть практики, да? Но эту энергию надо понимать, куда направить. Да? Ее можно направить на какие-то не очень понятные кармические истории. Поэтому парами мудрости должна балансировать парами энергии. А решимость, решительность – это про то, чтобы ставить цели и их достигать. Это тоже важное духовное качество. Да? Вот если ты там идешь на випассану, на ретрит, то ты создаешь определенное намерение решимости. Я иду на ретрит, я его пройду. И вот это вот чувство удовлетворения, которое ты чувствуешь, когда ты проходишь этот ретрит, оно ни с чем не сравнимо. Да? То есть, да, я это сделал, я себе пообещал, я это сделал. Важное качество, его тоже можно тренировать, его можно развивать. Правдивость считается одной из духовных совершенств, стремиться всегда говорить правду. Причем не только другим, но и самому себе. Нравственность – это на самом деле... В некотором смысле это может стать вот прям хорошим таким смыслом жизни. Вот жизнь человека не напрасна, если он соблюдает ряд нравственных предписаний. Это на самом деле очень сложно. То есть просто соблюдение нравственности – это уже духовная практика на полный рабочий день. Потому что когда ты начинаешь вникать в каждое вот это предписание и понимать, что оно на самом деле раскрывается на многих уровнях, ты понимаешь, блин, а я же сейчас нифига не нравственный человек, я же постоянно кого-то в своей голове унижаю, я постоянно в своей голове кого-то там я вру себе, другим, по мелочи. Ну, то есть нету нравственности пока, да, и по легенде, я не знаю, насколько это правда, но это хороший такой символ, да, считается, что до своего просветления Будда работал целую жизнь над каждым из этих парами. То есть вот целую жизнь, например, посвятить оттачиванию совершенства щедрости. Целую жизнь посвятить оттачиванию совершенства сострадания. Когда ты вот эти вот качества перед собой имеешь, ты понимаешь, что на самом деле вся твоя жизнь может стать духовной практикой. Каждый день ты можешь практиковать одно, несколько, многие эти качества. Взять, например, еще такую парами, как непривязанность. Умение отпускать. Их можно практиковать, вот просто выбирать для себя одно качество на неделю или на месяц. И вот прям целый месяц отслеживать, как я могу быть более щедрым. В каких ситуациях, во взаимодействиях, как вот это качество я могу в себе развить. Я проводил этот марафон, где я про каждое качество рассказывал прям долго и подробно. Я сейчас не стремлюсь это все здесь продублировать. Да. Кому интересно, вы можете это найти и послушать. Я вот иногда встречаю, когда люди говорят, что я для себя понял, что мне нужно делать и куда мне идти, и у меня есть этот такой вот проект, и я туда прям иду, уже какое-то время топлю изо всех сил, но почему-то не идет прямо, и приходится все время проламывать лбом, про стену проламывать, я иду, нельзя же сдаваться. И вот как раз вот ты, по-моему, с этим аспектом хорошо очень работаешь. Ты знаешь, это... Мне кажется, очень зависит от ситуации. Я замечаю, что те ребята, которые делают свои первые робкие шаги от своего проекта, чего-то вот своего творчества, то их ждут испытания. И эти испытания надо доблестно пройти. То есть эти испытания, они специально нам даны для того, чтобы проверить нас на вшивость.
а насколько мы серьезны, а насколько мы готовы идти до конца. Вот у меня такое испытание было, я могу поделиться. Когда я начал свой блог, первые полгода его не читал вообще никто. У тебя такое было? У меня так было полгода. Вот представь, ну даже, наверное, больше, чем полгода. Вот представь, ты пишешь посты. Вот ты написал пост, ты его опубликовал, сделал рассылку по всем своим там 14 подписчикам. И ничего. Ни одного комментария, никакой обратной связи. Ты сидел там, этот пост писал долго, ты думал про него. А ничего. 0 результата. И вот так вот продолжается из недели в неделю, из месяца в месяц. Какие у тебя вот внутренние чувства, эмоции? А это, кажется, никому нахрен не надо. Игорь, ну чем ты занимаешься? Какой-то фигней вообще страдаешь? Блог какой-то, его никто не читает. Не надо это никому. Ну все, кажется, ты вот поигрался, и надо завязывать, и надо возвращаться обратно в эту юридическую карьеру. Я вот сейчас понимаю, что это было классическое испытание на вшивость. Это испытание в духе «докажи Вселенной, что ты это всерьез». То есть если для тебя это действительно важно, то ты будешь писать и дальше, даже если никто и дальше это читать не будет, понимаешь? Это такая вот чистка твоих намерений. То есть в конечном итоге через вот это испытание пройдут только те, кто это делает на очень чистых намерениях, кто действительно докопался до своей сути, кто понял, что я это буду делать все равно, неважно, будут меня читать, будут ко мне там приходить люди, будет ли это приносить деньги, то есть если это реально твое, ты все равно будешь это делать. И пройдя это испытание, ты тем самым как бы Вселенной доказал, что ты это всерьез, и твои намерения чисты, и постепенно тебе начинают открываться какие-то возможности. Вот очень редко кто проходит это испытание. У всех ощущение, что, если я нашел что-то свое, сейчас я там быстренько и все должно попереть, а если оно не прет, то значит это не мое, то значит в другой раз, понимаешь, да, вот раз и слиться. Это очень хорошая проверка. Но бывает также так, что ты ломишься в закрытую дверь или в стенку, и ты ломишься, и ты ломишься, и ты ломишься, и у тебя не получается, не получается, не получается. А почему не получается? Потому что кто-то для тебя заготовил что-то получше и ждет, пока ты наконец задолбаешься окончательно и оглянешься, посмотришь, что по сторонам. Это разные ситуации. Тут надо очень тонко почувствовать, вот эта конкретная ситуация, она как бы про что. Вот здесь надо прям включить яйца, сжать зубы и идти дальше. Или наоборот, здесь надо отпустить хватку, отпустить там проект, отпустить ожидания, там, возможно, потерять какие-то деньги, но не тратить свои ресурсы на то, чтобы долбиться в не свою просто дверь. Это очень тонкий момент. Вот. Обрати внимание, мы сегодня говорим очень много про такие вот тонкие внутренние вещи, которые надо учиться отслеживать и осознавать. То есть они всегда очень шепотом, они всегда очень так вот негромко, и тебе надо так вот настраиваться на этот внутренний мир, чтобы это считывать, вот эти вот знаки Вселенной, свою интуицию, свой внутренний голос. Для этого надо очень сохранять вот эту вот экологию своего сознания, потому что если твой ум омрачен вот этой агрессивной внешней информационной средой, которая тебе диктует, вот, что правильно, что модно, что в тренде, что делают все, ты не можешь это услышать, ты не можешь это прочувствовать. Как следствие, ты будешь очень часто ошибаться. Ты будешь делать то, что делают все, ты будешь там делать не свое. Опять же, ты будешь сбиваться с своего пути. Наш навигатор, он живет у нас в сердце. Да? Мы должны научиться его чувствовать. Причем как в начале пути, так и в середине, так и в конце возвращаться всегда вот к нему. Потому что он всегда дает такой вот тихий, но ритмичный сигнал. Да, ты идешь туда. Вот надо учиться это развивать. Вот, допустим, ты делаешь какое-то хорошее, благое дело, пожертвование совершаешь. И вот прислушайся, как у тебя вот сейчас вот хорошо, вот на душе хорошо. Вообще в жизни может быть по-разному у тебя там в отношениях, но вот ты делаешь хорошее дело, и что-то внутри у тебя отзывается, вот это хорошо, вот это было правильно. И надо вот научиться вот эти сигналы считывать, когда хорошо, когда не очень хорошо. Постепенно вот эта связь, она усиливается, и ты начинаешь распознавать какие-то более такие вот тонкие послания.
Ну вот мы часто впадаем в какие-то состояния. Вот я помню, какой-то был у нас совместный процесс в Крыму, когда с утра во время утренней практики у кого-то там украли чемоданы. И я помню, что это было там под угрозой сорванная практика могла быть. И в какой-то момент вот ты красиво показал, что давай, что сейчас мы можем предпринять? Ничего. Давай мы сейчас можем, по крайней мере, отдаться практике, может быть, потом все разрулится. Практика заканчивается, и оказывается, чемоданы находятся. И те, кого подозревали, что их как бы утащили, оказывается, что они просто спрятали от дождя там куда-то в соседнюю палатку. И я помню, это такой глубокий инсайт был у многих очень. Вау! Как вот в такой вот момент, вообще вспомнить о том, что, остановись вообще. Состояние важно. Состояние в нашем обществе недооценивается. То есть у нас вообще нет вот этой культуры чистоты сознания. И есть культура чистоты тела. И если ты не моешься как жизненный принцип, то на тебя будут смотреть, что ты особенный товарищ. Сядь, пожалуйста, от меня подальше. Если ты не чистишь свои зубы, это тоже маргинал. Но в нашем обществе очень мало кто уделяет внимание регулярному очищению своего сознания. На мой взгляд, это крайне невежественно, потому что то состояние сознания, в котором обычный человек просыпается, это не есть оптимум. С этим можно работать, с этим нужно работать. И по большому счету наше состояние, оно притягивает те или иные ситуации, события, наши реакции, да. Если говорить именно про какие-то такие вещи, как там кражи и прочее, ты знаешь, я перестал на эту тему париться, потому что я осознал, что у тебя не могут ничего украсть того, что не украл ты сам. Если ты сам украл, украдут у тебя. Если ты не крал, у тебя не украдут. Вот весь автобус, там часто в Таиланде эти жулики чистят кошельки и прочее. Если ты сам не нарушил этих кармических принципов, вот твой пропустят, тебя не украдут. И в некотором смысле я выдохнул. Я осознал, что как бы твоя главная страховка в этой жизни — это не каска, не ОСАГО, а это твои благие дела и несовершение злых дел. Я вижу, как это работает. Вот мы сейчас были в Турции, и ты становишься, знаешь, как бы очень внимательный к деталям. Вот в месте, где мы были, все перемещаются на велосипедах. Эти велосипеды можно взять бесплатно у отеля, но надо вернуть. Так получилось, что тот велосипед, который мы взяли от нашего отеля, кто-то у нас стырил от парковки другого отеля. И потом мы переехали там в другое место, и с этого отеля нам говорят: слушайте, а вот велосипед брали, а вы можете его вернуть? Ну, велосипеды при этом, знаешь, очень плохого качества, очень старые, такие ржавые, они по большому счету ничего не стоят. Но взять и не вернуть – это воровство. И я вот очень четко следил, что для меня сейчас поиск этого велосипеда – это геморрой, но я должен это сделать. Поэтому я пошел, искал велосипед, нашел, потом я его возвращал. Но для меня было важно вот этот вот кармический должок закрыть. Потому что я понимаю, что если ты этого не сделаешь, возьмут у тебя. Причем это всегда, это не обязательно будет пропорционально. То есть, ты посчитал, что для них велосипед — это фигня, а для них, может, это не фигня. Ты, по-моему, был на 20-дневном випассане тогда, несколько лет назад, и вдруг ты такой появляешься и отвечаешь мне на целый список моих старых вопросов, про которые я уже забыл. Какие-то дела, которые уже, ладно, они уже улетели. И потом ты говорит: Кос, извини, я на все ответил. Прости меня за то, что я был невнимателен, не всегда отвечаю, и не хватает внимания на все. И скажи, я тебе что-то должен? Есть ли что-то такое, что я тебе задолжал, не вернул где-то что-то? Вот поделись, пожалуйста, по поводу... Это же на самом деле очень серьезный вопрос — завершать начатые дела и вообще отдавать долги не только на уровне материальном, а вообще на очень этих тонких слоях. Какую ты над собой делаешь здесь работу? Я знаю, что ты каждый месяц этим занимаешься, а в конце месяца ты подводишь... Раз в месяц. А что ты делаешь? Я хочу входить в новый месяц в ясности. А в ясности для меня означает, что я вхожу туда без долгов, без каких-то непроговоренных ситуаций, которые тянут энергию. Вот если представить, нашу жизнь как некую такую трубу,
изначально она у всех разного диаметра, да, у кого-то вот такая, у кого-то там широкая. Через эту трубу проходят наши ресурсы, вот наши блага, ну, деньги, да, для какого-то прям такого грубого примера. И вот эти деньги через эту трубу проходят. Вот наши долги, наши неясности, наши какие-то вот такие вот ситуации, которые тянутся. Это, знаешь, это как такие вот моллюски, которые внутри этой трубы налипают, тем самым перекрывая постепенно нам вот этот вот поток благополучия. Я это в своей жизни очень прям четко замечаю. Поэтому какое-то время назад для меня вот стало принципом, что регулярно я выписываю отдельно долги, вот кому я должен. Причем здесь для меня был мощнейший просто инсайт, что сумма не имеет значения. То есть раньше у меня было так, но этому я должен там столько-то, это много, так надо отдать в качестве приоритета, ну а тут я должен какие-то копейки. Подумаешь, там, можно потом. Вот это очень неправильно. Отдельный список неясности, да, неясности, то есть это ситуации, в которых я не чувствую ясности. В чем проблема? В том, что каждая такая неясность, она начинает тащить энергию туда. Это такая черная дыра. И чаще всего вот эту вот энергию ты не направляешь на какое-то созидательное там разрешение, она просто тебя отвлекает. Тем самым, вот если представь, вот ты начинаешь там новый месяц или Новый год своей жизни, и у тебя есть 10 каких-то вот непроясненных отношений с людьми, там 10 каких-то проектов, которые там как-то начал, и что-то потом пошло не так, и вы это не проговорили, и вы это не прояснили, и ты тут пытаешься сделать что-то новое, прекрасное, великое, светлое. Когда у тебя в жизни больше ясности, у тебя больше фокуса, у тебя больше энергии. Ты прям вот движешься вперед под расправленными парусами. Это не только вот про отдачу денежных долгов, да? Это еще про отдачу энергетических долгов. Энергетический долг – это вот как раз ты что-то пообещал, там, скинуть какой-то контакт, ответить на какое-то сообщение, где-то чего-то подсказать, и ты этого не сделал. Ну, то есть, если ты изначально как бы проясняешь свою позицию, говоришь, что, ну, извини, я, к сожалению, не смогу здесь помочь. Ну, почему? Ну, иногда надо уметь говорить «нет». Да, это тоже важное такое качество. Невозможно всем помочь, невозможно на все ответы ответить. Иногда можно просто пояснить, что у меня нет на это ресурса. Все, тогда ты не взял на себя вот этот долг. Но если взял, то надо отдать. Иногда я посвящаю этому целый день. Я сижу, проверяю все свои переписки, неотвеченные письма, и вот просто как бы все эти кармические долги закрываю. И я чувствую, как в тот же день я чувствую приток свежей энергии, вдохновения, ну, какой-то общий такой эмоциональный фон становится более такой легкий, радостный, чистый. Русские люди очень книголюбы. Многие русские люди очень много скупают книг, и при этом они на полках годами пылятся, и они их не читают. И что каждая такая вот книга – это на самом деле такая воронка по вытягиванию жизни, вытягиванию энергии. А есть книги, которые мы берем, параллельно начинаем читать и не дочитываем. А есть фильмы, которые мы не досматриваем. А есть вот у нас, например, вот у меня есть фильмы, которые я начинал даже снимать, но по каким-то причинам мы там что-то где-то не досняли, у нас тянется. И чем дольше тянется, тем это больше какой-то такой головняк серьезный. И вот как ты думаешь, вот как с такими вещами быть? Ну, иногда надо обнуляться. Но когда вот я вышел тогда с работы, я, можно сказать, обнулил 10-летний цикл своей жизни. Потратить там 5 лет на изучение права, 7 лет на практикование этого права, а потом сказать, все, мне это больше в жизни не нужно. Я считаю, что надо в жизни чаще обнуляться, и что касается вещей, я ратую за избавление от барахла. Я чувствую, как это очень сильно тоже прочищает мозги. Выкидывать, дарить, отдавать. Западная модель счастья построена на потребительстве. Чем больше у тебя вещей, тем более ты успешный человек. И нас этим кормят по всем медиа. Купи вот это, и будешь классным парнем. Это все булшит. Ну, то есть вещи не делают тебя счастливым. Сейчас все больше и больше людей приходят к этому осознанию. Но вещи не просто тебя не делают счастливым, они тебя тупо захламляют. И все это, вот если посмотреть, можно увидеть, что ну когда-нибудь это, может быть, там пригодится. Когда оно пригодится, к тебе вот нужная вещь, она придет. Поэтому
Я бы закрывал старые висяки, особенно если ты постоянно про них думаешь, старые проекты. И это освобождает место для нового. Даже, например, если это фильмы, которые ты снимал, в которых куча людей задействована, актеров, которые играли, людей, которые снимали. Если ты сейчас не можешь это доделать, то можно это заморозить. Ну, то есть можно, может быть, там через какое-то время ты к этому сможешь вернуться и сможешь это довести до конца. Но если ты чувствуешь, что не в этом месяце, возможно, не в следующем году, то зачем постоянно про это думать? Тебе приходилось здесь вот с этим когда-нибудь сталкиваться? Что конкретно для себя выбирать? Или ты сразу понял, что тебе надо быть юристом, а потом, что не надо быть юристом? Если люди прямо сейчас, вот они просто знают, что я не могу определиться, даже некоторые даже не могут определиться, что любят на самом деле. Ну, пока попробуешь, не узнаешь. И я советую тездравить свою мечту. То есть, если у тебя есть какая-то великая мечта, я там мечтаю быть йога-тичером. Слушай, проведи вот одно занятие, даже без всяких сертификатов, без всяких, вот просто собери 5 друзей и проведи занятие. И посмотри, мне это понравилось, вот я получил то состояние, ради которого это все. Очень часто мечты не выдерживают тест-драйв. А второй момент, вот взять, например, этот проект «Путь сердца». Вот ты знаешь, что 7 лет назад, можно сказать, что я начинал свой путь с создания проекта, очень похожего на «Путь сердца». Это назывался Lifestyle Academy. Да? Миссия этого проекта была находить людей, которые проживают свое предназначение, и через их истории вдохновлять других. Я снял несколько выпусков, и после этого я проект закрыл. Я почувствовал, что это не мое. А сейчас, по большому счету, я участвую в таком же, по сути, проекте, разумеется, там level up в плане вот всего, но в этом проекте я участвую уже в другой роли. Понимаешь, вот я, например, осознал, что мне вот неинтересно быть интервьюером. Это не мое. Я не чувствую какой-то вот глубинной реализации. Но сама идея мне до сих пор очень близка и резонирует. И вдруг выяснилось, что ты можешь нести то же самое послание в мир, но вот в этом проекте задействовано вот сейчас несколько человек. И каждый, он способствует общему делу через свой вклад. И ты сидишь здесь на месте интервьюера, и это правильно, это твой путь. Надо очень тонко понять, что конкретно должен делать ты. Я в этом проекте, в том проекте, за что я должен отвечать. Надо очень тонко чувствовать себя, очень тонко чувствовать, в чем твоя сила, в чем твой дар, на что ты способен, какое качество энергии ты можешь привнести в партнерское взаимодействие. Когда на Бали в этом году вдруг все это вспыхнуло, мы сняли несколько подряд классных таких бесед, я почему-то вдруг тогда подумал, что надо мне тебе рассказать про эту историю. И даже не было сомнений, что тебе почему-то именно тебе должна эта история понравиться. То есть я даже тогда много предполагал за это время, какой должен быть продюсер проекта, вообще кто он, какой это. То есть интересно, как они, да, космическая игра, как все это стыкуется. Мы героев, помнишь, спрашиваем еще про книги, которые вдохновили, сыграли какую-то важную роль в жизни, возможно, несколько фильмов. Пожалуй, книга, которая меня прям реально перепрошила. Я читал ее, перечитывал ее несколько раз, я читал ее очень вдумчиво, я читал ее как раз, когда работал юристом. Это была книжка Генри Тора «Уолден» или «Жизнь в лесу». Это очень необычная книга, она глубокая, и она прям очень перепрошивает сознание. Это Генри Тора, это был такой бунтарь в Штатах. Причем видно, что зрелая душа, такая прям старая зрелая душа. И он поставил такой эксперимент над жизнью. А что будет, если я на 2 года просто уйду в лес и сам на своем опыте разберусь, что такое вообще жизнь, что нужно для жизни, какой должен быть дом, могу ли я сделать дом своими руками и какой он должен быть. Что если я буду сам себе выращивать еду, сам готовить, ни с кем не общаться. То есть, знаешь, такой эксперимент, очень честный, очень смелый 2-летний эксперимент, по результатам которого он написал эту книгу, где чередуются очень практичные главы про то, как там правильно высаживать бобовые, с очень красивыми поэтическими заметками о вообще жизни на природе, о
звуках леса, о каких-то своих глубоких размышлениях. Я прям эту книгу разобрал на цитаты, она очень хорошо разбирается на афоризмы. И один из афоризмов меня особенно вдохновил. И он говорит, что существует столько возможностей жить, столько образов жизни, сколько можно провести окружности из одной точки. Вот если представить, циркуль ставишь в точку, и ты можешь провести бесконечное количество этих кругов из одной точки. И для меня это было прям подтверждение, что мне не обязательно соответствовать каким-то нормам, что если я отучился на юриста, надо теперь работать юристом. У меня может быть свой уникальный путь. Ну, может быть, ты тогда в конце уже дашь какое-то напутствующее слово прямо зрителю, скажешь? Тому, которому очень сейчас это все важно и актуально. Живи из своего сердца, чувствуя свой внутренний GPS. И для того, чтобы его почувствовать и услышать, надо почаще прикрывать глаза, успокаиваться, замедляться и почувствовать для начала свое дыхание. А после почувствовать эти короткие мимолетные паузы между вдохом и выдохом. Вот где-то там этот навигатор и живет. Желаю каждому его услышать и следовать его подсказкам. Я благодарю тебя за то, что ты так искренне поделился, за то, что ты помогаешь мне и команде реализовывать свое предназначение, и за то, что ты делаешь для этого мира, за то, что многим людям открываешь путь. И я очень рад с тобой быть знакомым. Благодарю.